Привет! В данном видео я расскажу, как связать вот такие кудряшки. Эта кукла связана по моему мастер-классу Антонио. Вот так выглядит каждая кудряшка здесь. Я сделала челочку подлиннее в этом месте. И остальные волосы одинаковые по длине и сзади покороче. У меня уже связано точно такое же тело. И область волос я вяжу тем цветом, которым я буду вязать волосы. На сайте в мастер-классе по этой кукле я указываю, где и в каких рядах конкретно нужно менять цвет. Если вы этого не делали, цвет не меняли, то примерно определите, где у вас по линии лба будет начинаться линия роста волос. И вот здесь сбоку над будущим ухом примерно я начинаю вывязывать кудри. Ввожу крючок в одну петлю и вывожу в соседнюю. И вот так по кругу я буду вязать по спирали. Здесь сделаю челку. У этого с этой стороны, а у этого я сделаю с другой стороны. Для разнообразия. И уже потом я заполняю прямыми рядами всю заднюю часть. Берем ниточку, из которой у нас будут кудри. Я использую ту же пряжу, что и для вязания самого тела, то есть такой же толщины, но другого цвета. Прикрепляем нить воздушной петлей, подтягиваем кончик, чтобы закрепить узелок, и набираем 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Теперь со второй петли от крючка начинаем провязывать столбики. В первую петлю из 5 столбик, в следующую петлю прибавку, два столбика в одну петлю. Следующую петлю столбик, следующую петлю прибавку, раз столбик и туда же 2 столбик. И в последнюю петлю провязываю столбик. То есть получилось, что мы делаем прибавки и столбики, чередуя их. И за счет такого чередования волос этот начнет завиваться. Теперь нужно подтянуть кончик, и я его прокладываю в следующую петлю, чтобы закрепить вот это отверстие, где у нас вышел крючок. Шагаем на одну петлю в сторону и вводим крючок, выводим в следующую петлю. Вот этот кончик я сюда прокладываю и провязываем соединительный столбик. Снова набираем 6 воздушных петель.
И снова таким же образом вяжем столбик, прибавка и столбик. Вот этот кончик можно спрятать внутрь головы, чтобы он не мешался. Затем снова ищем, где у нас вышел крючок, и вводим крючок в следующую петлю. Выводим еще в следующую петлю. И снова вяжем 6 воздушных петель и по обратной стороне чередуем столбики и прибавки. И так вяжем по кругу вот до этого места. И я буду вязать здесь на этой половине передней челку. И последнюю часть свяжу такими же кудрями, как и на всей голове. Я сейчас довяжу вот до этого места и покажу. Вот так у меня получилось 10 кудряшек. И как раз получается половина головы. Начинаю увеличивать количество петель для челки. На одну 7 петель вяжу. Теперь точно так же чередуем столбик, прибавка, столбик, прибавка, столбик, прибавка. То есть добавится одна прибавка. Далее здесь я вяжу в каждую петлю, вот где у меня вышел крючок, туда же я буду вводить снова крючок, не пропуская петлю, как здесь. В эту петлю ввела, в ту же, в эту вывела и добавляю к цепочке еще одну петлю. То есть здесь было 7, здесь уже будет 8. И также чередую столбики и прибавки. Снова ввожу крючок в ту же петлю, вывожу следующую и добавляю одну петлю к цепочке. Будет 9, и таким же образом иду до конца. И так я довязываю вот до сюда. Здесь будет 11 петель. Вот так получится. Вот это самая длинная кудряшка на 11 петлях. И получается такое постепенное увеличение. Дальше делаем наоборот. Уменьшаем по одной петельке. Здесь у меня будет 10, 9, 8, 7 и 6. И 6 как раз получится по центру лица. Вот. Получается челка. Это еще потом все расправим, поправим в конце. И сверху здесь прижмется другими кудряшками, как здесь. У этого малыша я вот эту часть вязала тоже в каждый ряд, в каждую петлю, как и здесь челку. Но мне кажется, слишком много получается, поэтому здесь я буду пропускать по одной петле до конца и провязывая по 6 воздушных петель, так же как и вот здесь, и довязываем до первой кудряшки. Готов первый ряд. Теперь я пришла в то место, откуда я начинала, где присоединяла нить. Здесь шагаем на один ряд вверх. Ввожу крючок в следующий ряд и вывожу следующую петлю. Таким же образом провязываю соединительный столбик, 6 воздушных петель и аналогичные кудряшки делаю вот так еще один ряд по кругу, пропуская одну петлю между кудряшками. Вот так будет выглядеть уже 2 ряда. И теперь я буду пропускать уже 2 ряда. Иначе кудряшек получается слишком много. Пропускаю 2 ряда и вяжу также по кругу. 3-й ряд. Затем снова пропускаю 2 ряда, вяжу по кругу. И еще раз пропускаю 2 ряда. И здесь
буквально 3-4 кудряшки на макушке. Вот здесь я пропускала то по одному ряду, то по 2 ряда, и в итоге у меня получилось очень много кудряшек. Здесь я сделаю расстояние побольше, и вот так получится у меня 4 полноценных ряда. И я начала 5-й ряд. Здесь еще буквально 3 кудряшки сделаю, и все, больше не надо, иначе 6 и 7 еще неполноценный ряд на этой кукле выглядит слишком перенасыщенно, на мой взгляд. Итак, я довязала, кончик закрепила и спрятала внутрь головы. Вот в сравнении покажу вязание более плотное и то, что у меня получилось сейчас. И остается связать на задней части головы кудри. Здесь на самом деле несколько вариантов. Можно сделать кудри покороче или более завитой формы. Можно вырезать рисунок, как у черненького буква А на затылке. Здесь ряды я буду делать через один, то есть каждый раз я буду пропускать 2 ряда. И начну через один ряд от смены нити. Вот здесь вывожу крючок, вывожу следующую петлю, присоединяю нить и буду делать немножко другие кудряшки сзади. Закрепляю узелок. Вот такие они, чуть-чуть покороче, чем основные, и другой формы получаются. Набираем 1, 2 и во вторую петлю от крючка я провязываю прибавку. Кончик здесь нужно подтянуть, снова закрепить. Пропускаю одну петлю, снова ввожу крючок. Вывожу следующую петлю, прокладываю кончик и провязываю соединительный столбик. Снова вяжу 2 воздушные петли и во вторую петлю прибавку. Можно связать на основе 3 воздушных петель, 4, тут как хотите. Снова пропускаю одну петлю и так далее до конца. Заканчиваю на одну петлю после смены нити. И снова здесь присоединяю нить через ряд, 3-й ряд, 4-й ряд. И вот так до конца я вяжу эти ряды. Вот так в итоге у меня получилось. Здесь у меня с рисунком, здесь просто кудряшки. А в следующем видео я вам покажу, как связать прикольную бейсболку, которая смотрится хорошо на таких кудряшках. До встречи!